Разбираем урок 10 из книги «Сорока 1». Я не знаю, по какой причине, по этому уроку очень много вопросов. Я сейчас постараюсь их все суммировать, объединить и рассказать вам, как этот урок проходит с моими учениками. Видео мы снимали давно, до карантина, но ничего не поменялось, все осталось точно так же. То есть те ученики, которые идут по Сороке, они занимаются по 10-му уроку именно так. Вы помните, что у нас в каждом уроке, на каждый урок у нас отведено 3 занятия. Я по большей части вам расскажу про первое занятие и покажу какие-то фрагменты своих уроков. На что нужно обратить внимание в 10-м уроке? На инфинитив. В 10-м уроке мы знакомим наших учеников с неопределенной формой глагола. То есть у нас было он спит, он бежит, он ест. Теперь будет он любит спать, он любит бегать, он любит читать, он любит есть. Мы преобразуем те формы, которые у нас были раньше глагольные, мы преобразуем их в инфинитив. И на этом надо ваше внимание сфокусировать. Поэтому, когда вы планируете урок, когда вы знакомитесь с уроком, для начала просто следуйте инструкциям из книги для учителя. То есть начинайте с анаграмм. Вот у меня конкретно вот на этом видео анаграмма написана на доске. Это сложно, это только для сильных учеников. То есть если ваши ученики не такие сильные, вы можете, конечно, лучше даже вам будет это все нарисовать на карточках и раздать карточки. Но для сильных вот можно на доске написать. Вы высокий, правильно? Высокий. Второе. Конечно, не забывайте, что надо отрабатывать. То есть, когда вы объяснили, что вообще происходит, вы спросили у детей вообще, что такое вот это «любит». Как правило, они отвечают, да, они переводят это слово, они знают, что это означает. И потом вы начинаете отрабатывать. То есть, вы повторяете много раз, много раз, это сколько? 3 раза примерно, да? И они повторяют за вами. Любит спать. Любит спать. Любит спать. Спать. Любит спать. Так. Любит есть. Любит есть. Любит есть. Любит есть. После этого у нас идет индивидуальная работа. И упражнение цепочка. Когда ученик говорит одно предложение, в данном случае это у нас Шарик читает, а второй ему отвечает: Шарик любит читать. Шарик ест, Шарик любит есть и так далее. Шарик любит играть. Шарик бежит. Шарик любит бегать. Шарик ест. Шарик любит есть. Молодец, хорошо. Поэтому просто следуйте логике урока. На втором занятии у нас очень интересная тема. Она цвета. Мы повторяем цвета, потому что мы готовимся к контрольной работе. И нам нужно повторить цвета для этого. Поэтому делайте в рабочей тетради. В общем-то, следуйте книге для учителя просто с фокусом на инфинитивы. И не забывайте отрабатывать. Ну вот и все. Если у вас есть вопросы еще по 10-му уроку или по каким-то любым другим урокам, то пишите их в комментариях или пишите нам на почту apulentos.mail.ru, потому что мне даже самой интересно услышать от вас комментарии, услышать от вас вопросы. Это же обратная связь, для меня она очень важна. Давайте, всего вам хорошего, будем на связи.